Всем привет. Всем привет, друзья! Добро пожаловать! Вы смотрите и слушаете Рашкин Репорт. Меня зовут Юрий Рашкин, и я призываю вас, как говорят на канале Гордона, оказывается, по зову сердца нажать на лайк. Подписаться на этот канал есть исключительно по зову сердца. К чему я еще могу призвать, друзья, кроме как к вашему сердцу? И по поводу этого, как раз на эту тему, я рад приветствовать у нас в эфире одновременно Катерину Марголис и Анну Гейшерик, которую вы знаете, друзья, из разных эфиров, но вот как бы скрестились, заместились миры, и мы здесь вместе. Я поздравляю себя и всех вас, друзья. Приветствую, Анна, приветствую, Катерина. Добрый вечер, добрый день. Очень приятно. Я, по-моему, не была еще в эфире с кем-то через океан. В разных часовых поясах настолько. Но зато, Катя, я вот шарфик в честь тебя надела. Спасибо, взаимно. Да, ну вот я даже тогда сделаю это вот так. Но мы здесь собрались, действительно, хорошо, тогда давайте уточним, мы здесь собрались из разных мест на этой планете, такой мост тут строим, небольшую нить какую-то вьем. Получается, что у нас человек, который находится с одной стороны в Италии, с другой стороны человек находится в Нью-Йорке, и я в штате Висконсин. Где? Штат Висконсин. Тоже в Соединенных Штатах, пока еще мы к Канаде не присоединились. Но у каждого есть свои взгляды, и как бы то, о чем мы комментируем, то, что мы не комментируем. И это есть, это качество есть, мы обсуждаем, когда мы говорим про русских, которые оказываются за границей, потому что они тоже определенные темы комментируют, определенные темы не комментируют. И я вот пытаюсь, наверное, понять, какую тему же я не комментирую. Наверное, тоже местную политику комментирую, не знаю. Может быть, мне кто-нибудь расскажет. Друзья, пишите в комментариях, о чем Рашкин отказывается говорить, чтобы я мог узнать. Потому что, знаете, так сказать, это же, так сказать, самотерапия здесь в публичном пространстве. Прекрасно. Кто бы хотел из прекрасных женщин начать ответить на этот вопрос и как бы разложить по полочкам, где у вас, что вы считаете, входит в ваш список ваших тем, а что не входит в список ваших тем? Катя, пожалуйста, начинай. Я привыкла, что Слава начинает на субботниках, я вторая, поэтому давай. То есть, мне все равно первая или вторая. Но, с одной стороны, я хочу сказать, что я считаю, что никаких запретных тем для обсуждения, публично нормального обсуждения, быть не должно. Просто часто происходит путаница. И это, мне кажется, последствия отчасти советского мироощущения и антисоветского, путаница личного и публичного пространства, и соцсети здесь не последнюю роль играют, потому что, с одной стороны, в соцсети можно, не знаю, постить котиков, внуков и пирожок, который только что испек, а с другой стороны, мы обсуждаем здесь политику, большие события, и соцсети реально серьезно влияют на... Животных мы просим как раз в кадр. Вы же понимаете, Катя. Животных просим в кадр. Да, животных. Вот здесь вот у меня одно животное как раз пытается что-то сделать. Вот. Иди сюда, животное. Иди ко мне, животное. И с другой стороны, есть вещи, которые вот я, например, не принципиально не комментирую публично. И это очень простая для меня лично, я сама себе ее установила. Запрет ли это внутриукраинские дела, внутриукраинская политика и так далее, потому что мне кажется это неэтичным. Неважно, что я живу давно в Италии, я все равно человек как бы происходящий из той страны и из тех культурных корней произрастающих, которые ныне являются страной-агрессором. Я считаю, это не моего ума или там публичного слова дело, что происходит и в украинской политике, и внутри украинских делах, именно потому, что сейчас, и вообще это как бы вмешательство во внутренние дела, пусть даже вербальное, и на фоне военной агрессии, мне кажется, это
глубоко неправильным, и это вот то, что я не комментирую публично, хотя я, конечно, слушаю, читаю, общаюсь с людьми, и среди моих френдов и друзей, и круга общения есть люди очень разных политических взглядов. Мне это, безусловно, интересно, но это не то, о чем я считаю нужным говорить публично именно по этим принципиальным соображениям. Вот, пожалуй, что... Ну, аналогично можно сказать и про... Не совсем аналогично и про ближневосточные дела, просто потому что для меня они, во-первых, дальше, несмотря там, понятно, на родственные и прочие дружеские связи, а во-вторых, потому что, ну, за бессмысленностью, как мне показалось, этого, потому что в русскоязычном, по крайней мере, пространстве любое обсуждение Израиля и Палестины ведет к набору триггеров, к взаимной агрессии и к невозможности, в принципе, ну, услышать, ты получаешь, в любом случае получаешь обвинение одновременно в поддержке геноцида с той и с другой стороны, и чтобы, и какая-то любая попытка даже публично разобраться, я ее предпринимала, кончается таким глобальным перекрестным хейтом, из которого я тоже вынесла довольно полезные уроки для себя, просто как исследователь, скажем так. Но теперь я предпочитаю наблюдать за этими дискуссиями, так сказать, с точки зрения исследователя, наблюдателя, слушателя. Да, Хотя, я понимаю, конечно, мнение у меня есть по каким-то вопросам. да, почему-то, да, идеи влезть в ближневосточный конфликт всегда заканчиваются плохо. Тут даже не поспоришь. Аня, тебе слово. Да, я с Катей совершенно согласна. И мы, если помнишь, перед эфиром обсуждали, что этим закончится наш эфир, что мы просто будем друг с другом соглашаться весь час. Вот. Но да, я тоже считаю, что, во-первых, безусловно, все могут высказываться на все темы и имеют право, особенно когда это касается снизу вверх, да, то есть здесь вообще не должно никаких быть ограничений, и в этом и есть, собственно, вся квинтэссенция свободы слова, она именно в том, она не в том, чтобы мы могли более слабых или более чувствительных обижать, да, то есть очень часто на постсоветском пространстве свободу слова воспринимают как свободу оскорблять, там, не знаю, меньшинства, а отсутствие свободы слова – это когда нельзя там черного назвать каким-то нехорошим словом, да, и так далее, и за это тебя там уволят, или анекдот про блондинку рассказать, да, воспринимают это как отсутствие свободы слова. Но это как раз схема сверху вниз, да, и действительно в этой схеме нужно иметь какие-то самофильтры, да, это не должно наказываться свобода слова. Вообще первая поправка, скажем, в Америке, если кто-то не знает свободно, первая поправка касается не того, что вы можете выйти на улицу там и кого-то оскорблять, а она заключается в том, что государство или любые, ну, там, властные структуры, скажем так, не могут вас наказывать за высказывание позиции, если эта позиция не включает в себя призывы там к насилию. Ну да, понятно. Выйти и говорить «убейте всех евреев», естественно, нельзя. А вот выйти и сказать, что я считаю, что конфликт в Израиле неправ и в том, что он убивает палестинцев, например, можно, даже если вы не согласны с этой точкой зрения. Государство не должно вас наказывать, а это именно то, что сейчас начинает происходить, и мы сейчас, я надеюсь, к этому вернемся. Но что касается моих лично тем, на которые я не высказываюсь, есть такое понятие в английском tone deaf. То есть, я не знаю, как его лучше перевести, но, наверное, просто бестактность, да, то есть, не знаю, может быть, есть какое-то более хорошее слово, Катя поможет, если что, но такое вот просто бестактность, которой обладают люди, которые, несмотря на то, что они имеют право, конечно же, высказываться на любые темы, звучит это ужасно, если они находятся в положении таком, что они к этой теме не имеют сами прямого отношения или еще хуже, имеют отношения со стороны сверху, да, вот о которой я как раз говорила, даже если они сами лично
не принимают участие там в войне или даже не живут в России, но они, допустим, если касается речи про тему Россия-Украина, я, например, стараюсь не комментировать внутриукраинские дела, хотя я украинка, и никаких ограничений, по идее, у меня на это быть не должно, ну, кроме того, что я сама не живу в Украине. Я понимаю, это легитимный аргумент. Если мне там не жить, то я не имею права указывать им, ну, что значит указывать? Мои слова, они, в общем-то, веса никакого не имеют, но даже, так сказать, метафорически указывать им условно, как им жить, да, и кого там выбирать на выборах и так далее. Конечно же, я этим не занимаюсь. Но я могу высказываться по теме внешней политики и всего, что связано, скажем, с участием Америки в этой войне в Украине, которая очень важна и которой я являюсь частью и избирательного процесса, и социума в Америке. Но я считаю, что да, людям, которые россияне, вот, россияне, которые сейчас прямо живут в России, даже которые не виноваты, грубо говоря, в этой войне, да, и они не поддерживают там эту войну. Очень, очень часто я вижу в интернете такую тему, что раз я против Путина, ну, в смысле, россиянин говорит мне, я против Путина, я против войны, значит, я могу критиковать Украину, имею право, потому что я вижу, что там вот такие-то проблемы, вот там такой-то национализм и так-то русский язык там давят, или еще какие у них там, значит, претензии. Памятник Пушкину снесли. Памятник Пушкину снесли, да. И я понимаю, что внутри Украины действительно это может быть проблемой внутри украинского политического дискурса, в который я не вмешиваюсь. То есть я считаю, что если украинцы хотят сносить там свои памятники Пушкину, они имеют на это полное право. И я тут абсолютно никакого участия в этом не принимаю, даже словесного. У меня, если бы я там жила, у меня было бы мнение на эту тему, безусловно. Вот. Но, хотя есть какие-то, безусловно, темы даже внутри Украины, к которым я таки, да, имею отношение, я высказываюсь на эту тему, в частности, по поводу там языка, но неважно, я не буду сейчас в это лезть. Но человек, который живет сейчас в России, в Украине никогда не жил и никогда там жить не будет, да, то, что он против Путина и против войны, не дает ему карт-бланш ни на что. Ни на что. Ну да, но на высказывание позиции по внутриукраинским проблемам. Причем к свободе слова это не имеет никакого отношения. Конечно же, он имеет на это право, законное и любое право, но это то, что называется вот бестактность, и вот публичные фигуры русские, россияне, которые сейчас в гонении в Европе выступают в парламентах там и во всяких публичных местах, которые взяли на себя роль, в общем-то, политиков в изгнании, сами они захотели эту роль, да, которые отсидели в тюрьмах там в России, то есть им досталось там по полной программе, никто не принижает их героизм в чем-то и, так сказать, их жертвы там, на которые они пошли, потому что они выступали против путинского режима внутри России, безусловно. Но сейчас они получили благодаря этому доступ к самым громким микрофонам Европы и мира, и вот для чего они используют эти микрофоны, это очень важно. И пока они говорят против путинского там режима, все, никаких претензий к ним никогда нет, но как только они касаются темы Украины, тут же начинаются скандалы, да, и они очень обижаются, потому что, значит, их как бы, они такие герои противопутинские, а их гнобят за какую-то фразу неудачно, как они считают, неудачно сказанную, вот, а на самом деле, а почему бы их и не гнобить, то есть если именно по этой теме у вас раз за разом происходят вот такие проблемы, ну, подумайте, может быть, вам не стоит эту тему комментировать, находясь в вашем положении, а может быть, по этой теме у вас есть какая-то оптика, которую нужно подвернуть, подкрутить, потому что это же не случайно, что каждый раз именно на эту тему возникают проблемы. И на тему ближневосточную, опять же, я совершенно согласна с Катей, тоже у меня большие связи с Израилем, я много времени провела в своей жизни в Израиле, у меня близкие родственники в Израиле, совсем близкие, и много чего прочего, и я всегда очень любила эту страну как страну, и очень была против политики ее государства. То есть правительственной политики, я всегда была против, так же, как и, в общем-то, ну, половина, не половина, но огромная часть жителей Израиля.
который там огромное противоправительственное движение, огромное, которого ни Америка, ни Россия не видели. В общем-то, пока что, я надеюсь, Америка, я думаю, еще впереди у нас это все. А вот в Израиле там колоссально, они 3 года каждую субботу сотнями тысяч, для несчастных там, не знаю, сколько там живет, 8 миллионов, включают в себя и арабов, и религиозных, и русских, и все, которые на эти демонстрации не могут ходить в принципе, ну, русских я имею в виду, правых, Брайтон-Бич условный, как я его называю, конечно, полно русских ходит на эти демонстрации, вот, но это немножко другая социальная сфера. И если отнять вот эту часть населения, там правоконсервативную или там еще какую-то, да, то останется совсем там не так уж много людей, и из них огромный процент каждую субботу, как на работу, ходят на огромные совершенно демонстрации. Вот, поэтому большая часть, и слава богу, это то, что, в общем-то, израильское общество и спасает, что там есть оппозиция такая. Вот. Но я не стараюсь не комментировать внутренние дела. При этом я комментирую всегда потому что меня это волнует. Я это не комментирую не потому, что меня это не волнует, а потому что это вот такая тема, как Катя сказала, что тронешь, и все, начнется сразу. Тебе там все на голову выльется, и потом догонят, и еще выльется. Но я комментирую то, что касается внешней политики. То есть если Америка все-таки принимает огромное участие в израильской политике, я плачу налоги на это дело, и почему, собственно, я не имею права это комментировать, то, что касается, да? Вот, и все равно огребаю, конечно же, и получаю. Разумеется. Да, поэтому да, то есть тут какой-то нужен, я понимаю, что тема Израиля – это очень болезненная тема, поэтому, опять же, я 100 раз думаю, прежде чем что-то сказать, вот, и это не отсутствие свободы слова, это какая-то самоконтроль, желание не быть бестактной, которое я рекомендую всем публичным россиянам задуматься на эту тему, понимаете? Мне кажется, не стоит, да. Мне кажется, важно, можно я еще добавлю маленькое соображение одно? Мне кажется, вот это вот постоянное вот наступание в форме ровно на одни и те же грабли, что глобально в российской истории, что локально в высказываниях бесконечно по кругу таких хороших русских, антивоенных, оппозиционных. И это непривычка слышать звук собственного голоса. Известно, что биологически мы слышим звук собственного голоса по-другому в своей голове. Так устроен резонанс нашей черепной коробки. Когда мы слышим наш голос в записи, вот мы будем слышать свою запись, ну, есть профессионалы вроде Юры, вот каждый раз думаешь, каждому человеку не нравится свой голос в записи. Это, естественно, этому есть физиологические причины. Наш голос в записи, то, как мы звучим для других людей, звучит по-другому, чем как мы звучим для себя. Если эту метафору немножко экстраполировать, то, что мы думаем, что мы говорим, нужно соотносить немножко с тем, как это звучит. А для того, чтобы соотносить, нужно все-таки немножко научиться слушать ушами другого и смотреть глазами другого. И никакого другого способа нету. Если любую критику, любой перманентный все время по кругу обсуждающейся дискуссии, рикошетом, каждый раз обвинять, что меня неправильно поняли, меня обвинили, какие-то тайные силы пытаются в пользу путинского режима опорочить великих борцов с ним. И все такое. Если каждый раз любая, действительно, ошибки, какие-то бестактности, но это может любой человек сказать что-то не то. Это совершенно нормально, особенно в публичной живой речи. Это, например, Владимир Карамурза. Например, я даже не буду говорить, вот знаете что, вот меня там обвиняют, особенно в связи с Владимиром Карамурзой, что вот мы разгоняем вот этот конфликт, он мне это хотел сказать, мы все уже забрали там вот этот французский перевод, где слово «порно» было переведено как «якобы» задним числом. Но важно не вот эти все мелочи, а важен тот механизм, который за ним стоит. А за ним стоит механизм не критичного отношения. И это некритичное отношение рождается из репрессивного режима, из репрессивного самоощущения, что кругом враги, друг друга надо защищать, малое сообщество там в репрессивных обществах должно себя защищать, в том числе диссидентское в свое время, антисоветское или там сейчас антипутинское, но в свободном мире
это функционирует не так. В свободном мире есть открытая дискуссия, есть критика, и есть, соответственно, какие-то механизмы критического взгляда на самого себя. Вот однажды в этом же самом, не в этом самом эфире, у Карины Орловой, я не буду приводить, я приведу лучше пример из своей биографии недавней. Мы обсуждали ту же самую тему, насколько я помню, про Бучу. И я что-то буквально имею в виду, цитируя то, что мне говорили украинские беженцы здесь, в Италии, что-то сказала, что вот бурятский солдат въехал там на танке в дом там моей знакомой. И, разумеется, я после этого огребла большое количество совершенно законного, вот я повторю, совершенно законной критики со стороны бурятских активистов, которые мне правильно совершенно указали на то. Я это прекрасно знала, что уже были расследования про эту Псковскую дивизию, мы все знаем про неравномерный там мобилизационный набор, и мы все знаем, что все равно эту войну ведут россияне. Дальше уже желание россиян и имперского там механизма выставления лицом войны кого-то другого, кровожадных кавказцев или там теперь кровожадных бурятов, что вообще полный нонсенс, учитывая, что бурят буддисты во многом, многие. Ну, в общем, я случайно как бы имела в виду одно, сказала другое. Прозвучало это плохо в публичном эфире. Но мне просто публично извиниться, написать пост. Я еще раз готова сейчас это публично извиниться, потому что я знаю, что не права была я. И что я имела в виду в своей голове, я этого не имела в виду, но то, что я сказала, то, что я сказала, то я сказала. И для всякого публичного человека это must слушать критику и как-то адаптировать свое действие, а если сделать что-то не то, извиниться. Слово не воробей, но извинений никто не отменял. И то, что в российском репрессивном, это понятно, что страна, общество, травматичном сознании, где, начиная с детского сада, нужно бояться, что воспитательница тебе там нальет первое, второе, запрет в чулан, и вообще ты как бы можешь стать жертвой произвола, где нету правил, а есть только способы выживания и попытки уйти от каких-то репрессий и всякие стратегии выживания, и где одна часть сидела, другая охраняла, и где менталитет ГУЛАГа так широко разлит и глубоко въелся в сознание и подсознание, да, извинения воспринимаются как какое-то унижение. Вот извинения, вот эти кадыровские извинения на камеру, там голые вечеринки, вот извиниться, это значит прям вот, говоря блатным языком, вот прямо пустить кого-то так унизить. Вместо того, извинения в человеческом обществе существуют для пересмотра ошибок, для взаимного примирения сторон и для того, чтобы двигаться дальше. И эти ошибки по возможности не повторять. That's it. В таком случае, если я могу суммировать, я услышал здесь два основных пункта, что мы не хотим говорить о вещах, которые мы не знаем, и мы не хотим говорить о вещах, которые нам неприятно говорить. И ну что можно сказать, согласен. Тут не поспоришь. Я, например, не люблю говорить о том, какие ужасные демократы. Но вот не нравится мне это обсуждать. Вот не хочу я это говорить. Мне кажется, это еще достаточно бесполезно, особенно в момент выборов. Но, например, в момент праймариз, когда хорошие кандидаты с разных сторон, это вот хороший момент обсудить демократов. А потом положите их на полочку и давайте уже их такие, какие они есть, уже идем дальше. А вот это они ужасные. Вот не хочу я это обсуждать. Там палку перегнули, вот это все, вот это старушки на скамеечке перед зданием. Это я не люблю обсуждать, меня просто от этого подташнивает. Я уже не говорю о том, что я не люблю говорить с трампистами вообще. Я просто пытаюсь этих людей как бы исключить из своего окружения, не смотрю Fox News. Зачем мне это по жизни? Об этом не хочу говорить. Ну, у каждого свои темы. Я не обсуждаю, и редко, мне кажется, что мы здесь все живем в достаточно публичном пространстве, то есть мы обсуждаем публичные вещи, мы не обсуждаем личные вещи, насколько это возможно. Так что вот как-то я это так вижу. Возможно, мы хотим упомянуть пост Гарри Каспарова, тогда, наверное, нужно обсудить. Тогда давайте скажем, друзья, жмите лайки, я вас гипнотизирую голосом Рашкина, жмите лайки. Подписывайтесь, читайте, если вы читаете. Я так много читать не могу, но я хочу благодарить Гарри Каспарова, который, во-первых, написал это в том количестве слов и параграфов, которые я мог прочесть.
Я думаю, очень многие, Что потому что тот лайков и сердечек аж за 4000. Так что, видимо, люди как-то подумали, и, естественно, когда об этом пишет Катерина Марголис, когда об этом все начинают говорить, ну и Рашкину стало интересно, что здесь происходит. И вообще у Гарри Кимовича сейчас очень хорошая новая инициатива, следующее движение, которое тоже всем рекомендую, это очень интересно, так сказать, поддерживаю новые инициативы. Ну так вот, он пишет, я, как скажу, наверное, Да. первый, да, параграф. Позиция многих моих коллег по иммиграции не выдерживает никакой критики. Это вечная попытка остаться в белых перчатках, мы ни при чем, вызывает недоумение. Вы при чем? Мы все в этом дерьме. Это дерьмо лежит на нас всех. Хватит делать вид, что вы к этому не имеете отношения. Чем дольше вы притворяетесь, тем больше становитесь соучастниками путинских преступлений. С каждым российским ударом по Украине рассыпается в пыль позорная ложь о войне Путина. Это не война Путина, это война России. Хватит лгать Западу, что в России есть антивоенное движение. Есть какое-то количество приличных людей, которые молчат. Но это все равно единицы на общем фоне. Кто-то сидит в тюрьмах, но и они попали туда не потому, что мечтали о подвиге. Таких героев, как Скобов и Горинов, считанные единицы. Безусловно, за происходящее есть историческая вина на всех нас, но куда большая вина лежит на тех, кто, сидя на грантах, пытается обманывать западное общественное мнение, продолжая рассказывать сказки про то, что есть какая-то другая Россия, которой нет. Война стала обыденностью, убийства стали обыденными. И наше дело кричать, что убийства не могут быть обыденностью. Путин – военный преступник. И все люди, которые работают на Путина – военные преступники. Любая попытка смазать эту картину делает человека тоже соучастником. Сегодняшняя путинская Россия – это враг, как фашистская Германия. Поэтому надо помогать Украине выиграть войну. И да, надо дать Украине ракеты, которые будут лететь по Москва-Сити. Это принципиальная позиция, которую должен занимать любой человек, считающий себя русским патриотом. Мощное заявление, и главную атаку я здесь вижу на получателей грантов, которые создают видимость того, что есть антивоенное движение, потому что мне кажется, что есть многие люди, которые могут посчитать себя оскорбленными, так сказать, чувство верующих всегда можно оскорбить, но мне кажется, что здесь, по крайней мере, я вижу главное острие этой атаки. Катя, тебе слово. Да, я хотела сказать, во-первых, я уже написала в своем посту и повторю, что мне кажется, последние 4 слова в заявлении Гарри Каспарова, которое я полностью поддерживаю, вот просто, мне кажется, лишние, вот посчитающие себя русским патриотом. Вот я, например, себя не считаю русским патриотом, тем не менее присоединяюсь к этому и считаю, что обязанность помогать Украине разбить фашистскую Россию, как в свое время победить нацизм немецкий, это обязанность всякого человека, неважно, каким патриотом или не патриотом, или кем он вообще себя считает, просто здравомыслящего человека, потому что Россия, Российская империя, в том виде, в котором она существовала, в том виде, в котором она просуществовала, умудряясь как бы так и не задекларировать, не сделать видимым миру свою имперскую агрессивную сущность, несмотря на то, что там агрессия исчисляется десятками только за 20 век. То, что она проделает сейчас, представляет опасность очевидную. Просто это страна-убийца, страна-террорист Украине ежедневно, которая убивает украинцев, и представляет опасность всему миру. Поэтому разбираться с там мы все очень уважаем, никто не оспаривает героизм или жертвенность, или сочувствие политзаключенным, которые оказались за решеткой в той же самой фашистской России, которая сейчас ежедневно бомбит и убивает Украину. И когда вот люди, сидящие на грантах или не на грантах, я не любитель заглядывать в чужие карманы, и это вопрос к грантодателям и к грантополучателям, какие гранты кто кому раздает. На грант или бесплатно, мне совершенно все равно. Когда люди, которые бежали от этого режима, которые испытали все его прелести, которые ежедневно твердят про российских политзаключенных, начинают рассуждать об украинском мире, начинают рассуждать, отдадим, ну что же не уступить территории, зато людей перестанут убивать, как бы подвергая людей на оккупированных территориях в своей голове ровно тем же самым преследованиям, которые бежали сами. И вот эти вот двойные стандарты меня возмущают больше всего. Этот вот рассказ про какой-то отдельно висящий в воздухе в виде какого-то облака помутнения фашизм вне людей,
фашизм этот находится в голове, в руках, в сотрудничестве или в непротивлении россиян. И эти цепочки огромные, и обсуждать это на 4-м году геноцида абсолютно, что это война Путина, это просто какой-то нездоровый бред, какое-то это самое размножение личности в миллионы, какой-то Путин. И поэтому еще одна вещь я хотела сказать, мне кажется, она очень важной. Вот политзаключенные, да, вот тот же Карамурза, ладно, будем называть, человек, который готов был ради своей идеи, хорошо, вернуться, сесть за решетку, умереть героически за идею, за родину, в такой парадигме старого диссидентства. Да, действительно, были героические диссиденты, и мы знаем, что были диссиденты, которые умерли в заключении. Вот, например, великий украинский поэт Василий Стус, он в заключении был убит в лагере Пермь-36. Или Анатолий Марченко был убит в Чистопольской тюрьме, после чего в 1986 году уже отпустили Сахарова, и это было последним. Это имя забыто, вообще забыто. Если имя Василия Стуса для украинцев священное имя, то имя Анатолия Марченко знают вот считанные десятки, может быть, сотни людей. Вот. Но эти люди, это была другая эпоха. У этих людей не было возможности уехать, не было соцсетей, не было тех возможностей какого-то сопротивления других. Сейчас эпоха другая. Тот же Карамурза поучаствовал очень активно в 2014 году в законе Магнитского, в санкциях, был вхож во многие и знаком со многими западными политиками, безусловно, гораздо более полезен и известен на Западе. Кто знает в России, даже если бы его уморили, слава богу, что этого не произошло, в этой российском ГУЛАГе никто бы не вспомнил о фамилии Карамурза, даже в нынешней России. Даже поэтому, ну хорошо, человек выбрал, у него такое призвание, он считает, что вот это вот весь в блоге было, все, его обменивают. Дальше во время этого обмена происходит, его обменивают не просто так, это происходит не бесплатно. Это происходит ценой памяти, значит, на кого обменивают? На убийцу Сергея Красикова, да? Кого убил Красиков? Мы прекрасно, ну, то есть, кто хочет, помнит, да, что Красиков убил чеченского, а потом и грузинского героя Хангашвили, да, который защищал свободу, боролся за свободу своей страны и за свободу Грузии. Он сражался против российских оккупантов, много раз на него было покушение, он был отравлен, как и Карамурзу пытались отравить. То есть в этом смысле их биографии даже похожи. Он просит политического убежища в Германии, ему дают это политическое убежище, а потом в августе 2019 года его убивает по заказу тот самый киллер Красиков, который потом оказывается пожизненным заключением в немецкой тюрьме. И вот на этого убийцу, фактически на справедливое, на правосудие, на справедливость меняют Карамурзу. Кто-нибудь из вас хоть раз слышал какие-то слова благодарности, памяти, солидарности хотя бы? Вот с этой памятью этого человека и с чеченским народом, с грузинским народом, вот когда уже так биографии переплелись, я не слышала, я буду очень рада ошибаться, что, может быть, где-то такое заявление Карамурза сделал, я его не слышала, нигде не читала. И мне кажется, что это, к сожалению, для такого мессианского и одновременно имперского сознания россиянина, даже антипутинского и даже антивоенного, к сожалению, очень и очень типично. Вот сейчас я уступлю Ане тоже слово, но просто вот это вот то, что мне прям, это несправедливость, которая мне бьется просто все, как бы, вот одного человека убивают, то есть так же стреляют, он борется, сражается, его пытаются отравить и убивают в Германии в парке, где он уже попросил убежище. Другого человека обменивают на его убийцу, который шел прохожие вещи, за плохое борется тоже за свободу.
и он даже не вспоминает о нем. Это имя нигде не звучит, Хангашвили. А с другой стороны, человек какой-нибудь едет в Екатеринбург навестить семью и близких, а потом такого человека арестовывают и используют как обменный фонд, а потом меняют на какого-нибудь мощного преступника. Да? Аня, пожалуйста. Так тоже можно, Аня? Да, это вообще важнейшая, кстати, тема. Катя, спасибо, ты молодец, потому что вот эта цепочка, которую ты сейчас сказала. Дело в том, что тут есть несколько моментов еще к предыдущему, потому что ты говорила, я соглашусь. Ну, есть еще такое понятие, кроме свободы слова, как ответственность за свои слова. Человек имеет право говорить все, что он хочет, безусловно, но будьте готовы за свои слова отвечать. И вот я вижу в россиянах этих, которые все время выступают, да, возле... Опять же, это люди, которые не просто частные люди, как я, например, да, которые просто там где-то, ну, сейчас уже, даже сейчас уже, когда мы начали эфиры делать, уже, получается, мы более публичные фигуры, чем просто писать там в своем бложике уютном. А уж эти люди, да, они получили доступ к самым влиятельным микрофонам мира. И то, как они эти микрофоны используют, это очень важно. Это не просто их какое-то частное мнение, да, это мнение, которое, во-первых, они заняли, может быть, чье-то место у этого микрофона, кто сказал бы что-нибудь другое, да, если бы он получил к нему доступ. А во-вторых, они реально могут влиять на умы не просто людей, а европейских лидеров каких-то там, да, и правительства и так далее. То есть это прямо очень ответственная позиция, в которой они оказались и которую они на себя взяли. И они, у меня такое впечатление, за свои слова отвечать не готовы. То есть я вот мелкая сошка, да, готова отвечать за свои слова. Вот я пишу что-то там, такую какое-то не совсем, то есть противоречивую какую-то мысль, да, или там у Юры в эфире высказываю какую-то противоречивую мысль и получаю 200 комментариев там, да, на голову себя, ну или там в Фейсбуке, да, ко мне приходят толпы, уж про Катю я молчу, какие к ней толпы там ходят и чего ей желают. И просто я чувствую так себя, как будто наш канал кто-то смотрит. Спасибо, дорогие зрители. Толпы пришли, вау. Да, продолжай, это очень приятно. Да, от тебя прям приходят толпы. Вот, и мне это тоже очень приятно, это нужен как бы, нужна отдача какая-то. Я не обязана соглашаться с этой отдачей, но она нужна, и это правильно. Но, да, то есть я при этом отвечаю за свои слова, и я ни разу, вы можете почитать мой там условно Facebook, где я на это все отвечаю, или даже у Юры в комментариях, я ни разу не сказала: ой, меня обижают все, ой, меня все не так понимают, а почему вы выбираете меня понимать наименее комплементарным для меня образом? Это вот то, что, в общем-то, говорят все вот эти вот, так сказать, публичные россияне. И каждый раз они все время обижены, что их все время не так поняли, на них устроили какую-то травлю, почему-то не вчитались в их слова таким образом, чтобы понять их наиболее позитивным образом, а поняли почему-то так наиболее негативным образом. И, то есть не дали им какой-то... Все время они хотят, чтобы им все время давали какой-то кредит доверия в этом плане, что они ничего такого не имели в виду плохого, да, который, в общем-то, этот кредит доверия заслужить надо. И когда я пишу что-то про Израиль, допустим, там негативное, очень редко, но когда я это делаю, я знаю, что сейчас придут, и что мне сейчас устроят, и какой антисемиткой меня назовут, я готова к этому, я отвечаю за свои слова. Если я считаю, что я высказала что-то, как Катя сказала, неправильно, там, или, да, какую-то действительно оговорилась как-то не так, это можно признать, и за это можно извиниться, чего я, ну, слышу иногда от россиян, ну, как вот Яшин, например, когда он только-только вышел из этого самого самолета, и тут же у него что-то спросили про войну в Украине, и он тут же сказал какое-то свое веское и ценное мнение о том, как ее надо срочно заканчивать. Потом он через пару дней, его, правда, ну, на него сразу же, конечно же, вылилось все, через пару дней, значит, он сказал, что он был вне контекста в тюрьме, он выпал из того, как сейчас все это звучит, вот, и ему, так сказать, не надо было. Но самой такой опции, что, может быть, если ты вне контекста и только что вышел из тюрьмы, то тебе не нужно комментировать такую чувствительную тему, которая, в общем-то, прямого отношения к тебе не имеет тоже. Ты не украинец и ничего такого, да, как война в Украине. Может быть, надо просто заткнуться и эту тему не комментировать. Этой мысли все равно не возникло. И
То есть ты говори про тюрьму, а то, о чем ты знаешь, и то, о чем вообще вопросов не будет. Ты герой, ты отсидел там в этой тюрьме, да, и против Путина, против его режима, против его ГУЛАГа, против его коррупции, против всего этого, что бы ты ни сказал, это будет воспринято с аплодисментами. Ну, это тема, в которой ты разбираешься, от которой ты лично пострадал, и в которой у тебя абсолютно четкая железобетонная позиция, которую ты готов отставить. Вот говори на эту тему, и не будет проблем. Но почему-то они выбирают, как ты говоришь, на эти грабли все время идти опять. И наступать на эти грабли, им обязательно нужно что-то сказать такое про Украину или про войну в Украине, что так или иначе будет воспринято оскорбительно и неоднозначно, и они после этого будут обижаться, что их не так поняли, или они не то сказали, или их не так прочитали. И я думаю, что вот эти их постоянные... Ребята, берите на себя ответственность за свои слова, если вы хотите доступ к этому микрофону. Ответственность это означает, что вы не можете просто рассчитывать на то, что за вас будут додумывать комплементарные для вас интерпретации того, что вы сказали. Вот. Это проблема ответственности частной случаем вообще глобально. Почему россияне не могут взять на себя ответственность? Почему ответственность является репрессивной, как вина? Мы сколько обсуждали про коллективную ответственность. Проблема ответственности – это проблема взрослого человека, а инфантилизм, объективность – это проблема травмированной личности, которая там воспринимает себя как ребенка. Да, и я вот сейчас как раз буквально перед эфиром в личной переписке общалась с одним очень известным, достаточно известным в публичном российском пространстве, там, русскоязычном пространстве человеком, который мне очень симпатичен, которого я считаю очень умным, и я не буду его называть, но который делает очень важное с моей точки зрения дело, в частности, для русскоязычного пространства. И вот он как раз приходит ко мне и пытается мне в личной переписке сказать, что, ты же, наверное, не читала, что на самом деле сказал Карамурза. Ты, наверное, в пересказе Кати Марголис это все видела, да? То есть вот я говорю, что, Катя привела стенограмму, ссылку на запись. Причем да, я говорю, я всегда иду и смотрю, действительно, не вырвала ли эта фраза. Во-первых, вырвать фразу из контекста – это не всегда так плохо, потому что если ты сказал, что кто-то жид, да, то не надо эту фразу вырывать, не надо смотреть на контекст в этой ситуации. Например, я просто привожу пример, да. Вот, контекст не имеет значения здесь, если там только нет кавычек вокруг этих слов. Вот, я говорю, я всегда смотрю на оригинал и на контекст, и я не говорила, что он сказал сам эти слова. У них такая линия защиты, что это же не он это сказал, он процитировал кого-то. Это правда, он кого-то процитировал, но то, что он процитировал, настолько чудовищно, что единственное почему... То есть я вообще не понимаю, зачем это цитировать было во французском парламенте, потому что это чудовищная была совершенно мысль, но ее цитировать можно только в контексте «посмотрите, какая чудовищная мысль». А он это процитировал в контексте, и тут я об этом задумался. Я задумался об этой теме, и вот я вот подумал, то есть явно в позитивном ключе. Извини меня, да, это не твои слова, но я сейчас «Майн кампф» выйду, прочитаю и скажу, тут я задумалась. У меня тоже был такой приятель, который мне когда-то позвонил, уже он мне не приятель, естественно, и не только поэтому, а потому что предсказуемо он оказался, будучи сам украинцем, при этом оказался против Украины, за Путина и так далее. Потом. А вот до этого он когда-то мне позвонил и сказал, я наконец-то прочитал «Майн кампф», вы не поверите. Вот это такая завлекательная книга оказалась, вот все ее ругают, а там столько интересных мыслей. Понимаете, то есть да, это, конечно, не его мысли, да. Для меня, то есть просто скажите, что вот это то, что он процитировал, оно вам нравится, и вы с ним согласны. И на этом можно что-то обсуждать, потому что с моей точки зрения, то, что он процитировал, это чудовищное, повторю третий раз, чудовищные совершенно мысли. И главное, они никому не нужны, и они особенно не нужны украинцам, потому что, опять же, как Катя сказала, для украинца человек, который пришел на танке убивать его там, соседей, семью и так далее, абсолютно неважно, бурят он или не бурят. Да? Вы плохо думаете, видимо, об украинцах. Для украинцев это россияне. Ребята, россияне, это для вас они, может быть, не русские, и поэтому для вас что-то это объясняет. Это такой фашизм, шовинизм в квадрате. Неважно, что вы мне сейчас говорите, что это правительство использует
такой нарратив, да? Нет, совершенно не важно, какой нарратив использует ваше правительство. Это правительство, которое бомбит, какая разница, какие нарративы, но при этом используют. Да, и украинцам абсолютно все равно, это бурят их бомбит или не бурят, особенно учитывая, что мы все прекрасно знаем, что, естественно, огромная часть это никакие не буряты, а самые что ни на есть русские, прямо из той же Москвы, в частности, и многие, и так далее. Это совершенно не имеет никакого значения. И почему они туда пошли, тоже не имеет значения. Они купились на какие-то 20 тысяч или сколько им там платят, или они из тюрьмы хотели пораньше выйти за свое убийство, или за которые они там сидят, или они родину пошли защищать, или чтобы мама не подумала, что это, значит, немужественный сынка, она вырастила не патриота. Абсолютно неважно, никакого для украинцев значения не имеет. Вот это поймите сначала, что для украинцев это никакого значения не имеет. К ним пришли воевать россияне. Вот. Какого они цвета и с каким разрезом глаз, это ваши проблемы, что вы об этом говорите. Но дальше тут важная вещь, что... Ну, Катя, да, ты вот хотела что-то добавить, добавь. Я просто хотел, на самом деле, я не Катя, но я хотел уточнить. Наверное, надо было, справедливее было бы, наверное, с этого начать. Почему это важно? Вот давай я скажу, почему я считаю, что это важно все. Потому что он же не но он же как бы за него когда-то кто-то где-то голосовал? Я считаю, что это нет, но я считаю, что то, что они именно на этой теме наступают на эти грабли все время, опять же, не тогда, когда они про Путина говорят, а они про Путина говорят, к ним нет никаких претензий. Тут, потому что там у них понятная позиция. То есть как бы, когда вот у них, знаешь, как у этого, у сантехника, когда задница оголяется, и вот видно это. Вот это мы об этом говорим. Вы говорите, ваш зад виден, ваш задница покажет. Подтяните штаны. Они не понимают, что у них внутри них есть, видимо, какая-то часть их, в которой, да, вот видна вот эта самая задница метафорическая, потому что, ну, две причины есть, почему они продолжают наступать на эти грабли. Я считаю, что это не баг, а фича, да, в общем-то. Работа такая у сантехника. Да, фича тут может быть двоякая. Это может быть, и одна другой не мешает. Между прочим, могут быть и обе одновременно. Это может быть неосознанное ими же и интернализированное имперство, о котором, если им сказать, они страшно обидятся. Конечно. Да? Потому и что пропорция этой обиды будет ровно пропорциональна степени бессознательности этого явления. Вероятно, да. Но тут опять же... Это так же, как сказать американцу про расизм. Да. Ну, грубо говоря, да, или любому нееврею про антисемитизм, да, то есть, но у них, да, безусловно, есть вот эта доля, и которая совершенно естественна. Они не понимают, что это не попытка просто их оскорбить, там, это не ругательство, да, ты дурак. Они выходцы из империи, причем очень мощной колониальной империи, на которой на этом дискурсе строился весь фундамент этой страны, поэтому даже... И всякая личность, начиная с детства, поэтому не впитать это в какой-то степени невозможно. Можно потом отринуть. Я сейчас скажу страшную вещь, за которую на Юрину голову сейчас посыпятся опять очередные 100 тысяч комментариев, да, но даже украинцы есть. Очень много украинцев в Украине, которые тоже интернализировали это самое, потому что мы все выросли в Советском Союзе, я имею в виду поколение, да, предыдущее, и есть полно людей, и в частности очень много из ватничества, так сказать, украинского, да, но вышло из этого же самого. Это интернализировано, то, что вам в голову напихивали 100 лет, а из него очень трудно уйти, даже если ты являешься жертвой этого колониализма, как украинцы. Если бы я мог вот из этого дискурса вырваться на секунду, просто потому что я понимаю, что это, конечно, важно и правильно, но у меня возникла такая мысль, почему, возможно, заявление и критика Карамурзы важна. Потому что он много выступает перед разными легислатурами, потому что он выступает, его посадили за то, что он выступил, кажется, в Аризоне первоначально, его сейчас он выступает во Франции. Это все-таки площадка. Влиятельнейшие микрофоны мира. Да, поэтому, наверное, в этом смысле это все-таки важно.
Конечно. Конечно. И вот, да, вот сейчас я вот закончу эту мысль, потому что я думаю, что тут важный такой момент есть. Значит, во-первых, это такой, это точно так же, как многие женщины являются продвигателями идеи сексизма и антифеминизма, да, то есть говорить о том, что вот смотрите, это же мне там женщина сказала, что там блондинки водить не умеют, условные. Это не важно, это не делает этот сексизм менее сексистским, потому что женщины являются точно такими же жертвами этой всей истории, и многие интернализировали все это точно так же. Но второй момент, то есть мы все понимаем про вот это вот имперство, вот это интернализированное, которое вполне вероятно есть, но есть еще второй момент, и он, мне кажется, скажем так, хуже в чем-то, и замыкает круг нашей дискуссии. Вот какой момент. Почему они все время стремятся говорить об этом и говорить об этом так? Потому что они себя видят политиками России без Путина. Вот они все время пытаются построить вот эту прекрасную Россию будущего, и выступают же они не просто так, а потому, что они видят себя вернувшимися политиками. Насколько это утопическая идея, это мы сейчас даже говорить не будем об этом, но они разговаривают там со своим электоратом, они разговаривают не только будущим потенциальным электоратом, они разговаривают не только с Не будущим, не потенциальным, даже воображаемым, я бы сказала. Да, но тем не менее он реален в чем? Да-да, Он реален. То есть они разговаривают не только с французским парламентом, они разговаривают в своей голове, как мне кажется, с людьми, которые, когда Путин, значит, сдохнет, и мы все перекрестимся, даже евреи такие, как я, и атеисты в том числе, они разговаривают со своим народом. Окей? Вот люди такие, как Карамурза там, и так далее, они разговаривают со своим народом через эти микрофоны. И то, что они должны говорить вот эти совершенно ужасные для меня звучащие ужасные вещи про бурятов, про то, что русские не виноваты, про то, что русские не могут убивать украинцев, и что их используют, и что они тут ни при чем, это только Путин. Это что, о чем нам это говорит? Нам это говорит ровно о том, что тот российский народ, к которому они обращаются, и, в общем-то, лучшая его часть, потому что худшая его часть, они Карамурзу... никогда не слышали этого имени. И они будут продолжать за Путина голосовать в своей голове, даже когда Путин умрет. А вот лучшая часть этого народа, к которой они обращаются в массе своей, им нужно это слышать. Они не могут выйти к своему народу и сказать: Украина должна победить полностью, мы должны платить репарации, пока не выплатим, и наши дети будут за это отвечать, за все. Также все то же самое, что было с фашистской Германией, должно происходить с Россией и так далее в будущем. И да, и Крым надо вернуть там условно. То, что сейчас, если сейчас сказать уже, всего 3 года прошло, между прочим. Еще 3 года назад о Крыме были разговоры совершенно серьезные, что это вот сейчас там разбомбим мост, там та-та-та. А сейчас, и что вот если Украина начнет побеждать, они там Крым смогут вернуть. Сейчас, если вы среднему россиянину скажете про возврат Крыма, он просто вам посмеется в лицо. Это для них уже ходячий анекдот просто. Они настолько понимают, что никакой Крым никто возвращать не будет. Вот. И любой человек, который скажет своему российскому народу и своему избирателю, будущему потенциальному российскому, то, что мы считаем, они должны сказать, будет политический труп. Можно я добавлю? Это говорит об этом народе, а не об этом Карамурзе. То есть то, что мы слышим от условного Карамурзы или там тех, кто выступает, мы на самом деле слышим то, что они сами думают о своем народе. Они думают, что их народ вот это хочет слышать. И это замыкает, мне кажется, полностью этот круг. Совершенно точно. О том, что этот народ ни при чем. Этот народ вот это хочет слышать. И кто не лучший на эту тему лакмусовый фильтр, как не вот эти самые Карамурзы и прочие люди. Катя. И буквально я хочу сказать, просто действительно продолжая твою мысль, совершенно верную, это значит, что, обращаясь к этому народу, Карамурза в голове своей, который хочет неделимую Единую Россию, не обращается при этом к бурятам, не обращается при этом к чеченцам, потому что очевидно, что никакому бурят и чеченец такой дискурс не воспринят. Значит, он тоже точно так же ранжирует население своей империи, как это делает Путин. Есть граждан первого сорта и второго. Не сдавайте квартиру, сдам квартиру лицам славянской внешности или национальности. И вот весь этот фашизм, шовинизм и так далее,
он здесь как раз и появляется, я совершенно согласна. И это то же самое имперское, тот же самая имперская структура в голове, и это то подсознание, которое проговаривается. Потому что если даже считать, что эти политики обращаются к воображаемому своему электорату, значит, этот электорат тоже делится на людей первого сорта, так сказать, русских, которым это понравится, и людей, чье мнение абсолютно неинтересно, не считается. Что думать по этому поводу буряты, неинтересно, что думать по этому поводу якуты, неинтересно. Чеченцы, с одной стороны, такие кровожадные, страшные, и все только, не дай Боже, но при этом отпустить и как бы признать независимость, не Боже упаси. И поэтому, извини, Катя, да, извини, и поэтому то, что ты сказала про Хангашвили, это вот это квинтэссенция. Они не просто так его не упоминают, а потому что они не могут произнести вслух, что этот Хангашвили был героем, да, которого или диссидентом, или там и так далее, которого вот убили. Почему? Потому что народ, ну, большинство россиян не знают, кто такой Хангашвили, но те, которые знают, они знают, что он был убийца русских, понимаете? Там целый читала. Даже в либеральной прессе, там, ты же Меду, я уж не помню где, когда его убили, было, говорят, убит чеченский боевик. В русском языке боевик имеет отрицательную, негативную... Да ладно, боевик. Слушай, я читала на эту тему, я же смотрю, я вообще сижу, у меня есть такое хобби нехорошее, я сижу на русскоязычных форумах всяких, вот, и читаю, что они там пишут. Да, вот, это форумы не каких-то людоедов, то есть это не зетники там прямо, да, а обычные женщины, понимаешь? Вот просто люди, с которыми, так сказать, до войны там общались на тему, не знаю, косметики, там, бытовой техники и отношений с мужчинами, условно. Понимаешь, вот абсолютно обычные люди, которые в ужасе от войны были в начале, когда война началась, то есть, да, там этих зетников очень мало, они есть, конечно, как везде, но их мало. В основном это обычные, да, нормальные люди. И вот они про Хангашвили знают, что он отрезал головы там русским, сжигал, я не знаю, там целое вот прямо есть... И он убивал русских. Вы поймите, что все украинские герои, которые будут после этой войны, они все убивали, да, они все убивали русских. То есть мы тут, получается, общего языка не найдем просто никогда, понимаете? Потому что как только вы, политики, там, будущие русского, станете упоминать украинских героев или еще кого-то, вас закопают. Потому что украинские герои сейчас убивают русских, понимаете? Так же, как этот Хангашвили русских убивал. Которые пришли с огнем и мечом. Вот. И поэтому нет, мы тут не сможем. Для них это будет все то же самое. Каким образом вы хотите? При этом они нам рассказывают, что мы, значит, мы по одну сторону баррикад. Вот это такой дискурс, что мы с ними по одну сторону баррикад. Зачем же мы их гнобим, вот этих вот русских политиков, мы украинцы, там, мы и так далее, мы с ними по одну сторону баррикад, потому что мы все против Путина, да? Ну какая одна сторона баррикад, если наши герои убивают ваш электорат, и вы никогда не сможете этого признать, да, о чем вообще речь? Да, и мне кажется, это такой дичь. Вот мы можем представить немецких антифашистов, которые обращаются к своему потенциальному будущему. Вот сейчас Гитлер пойдет, и мы скажем, дорогие немцы, ну вы, конечно, совсем не такие плохие. И Аушвиц, и Бухенвальд, это не вы устроили, это устроили там какая-то нация Z, которая там... А вы к этому всему не имеете никакого отношения. И происходит это в разгар войны, не после даже, там какие-то популисты пришли. В разгар войны антифашист считается нужным бороться не с нацизмом, не разгромить нацистскую Германию, а взращивать внутри поддерживающего свое большинство или проводящего, или молчаливо допускающего эту войну электорату эту идею вот этой вот хорошести, которая висит абсолютно тоже отдельно. Как фашизм существует как-то отдельно от людей, вот это висит в воздухе. Так идея, что это какой-то хороший народ, или вот мы хорошие русские, как вы, зачем вы на нас нападаете, мы же такие хорошие, ну, это тоже какой-то инфантилизм. Да, свой хород нужно заслужить, свою репутацию нужно заслужить. И даже заслужив ее приходится поддерживать словами, поступками. И да, иногда репутации рушатся, их приходится долго восстанавливать, а иногда это невозможно, какие-то поступки бывают необратимы. И это
человеческий путь, а не то, что это вот какое-то такое иконостатичное, то, что я называю мышление, когда кто-то повесили в красный угол чей-то портрет, пусть самого замечательного диета, и все. Уже дальше критическое, что он не сделал, что он не сказал. Самую дикую вещь все равно это освещено еще вот этим вот культом тюрьмы. Опять-таки, мы очень сочувствуем политическим заключенным. Мы против беззакония, мы против того, чтобы в Америке или в России, или где угодно другое, без суда и следствия людей хватали, депортировали, отправляли в Эль-Сальвадор или на Колыму. Мы против этого, вне зависимости от качества. Этот человек, он националист, или он зоофоб, или он самый прекрасный человек на свете, это не имеет никакого значения. Пока человек подвергается преследованиям, пока он политически жертва политических репрессий, беззакония, мы будем на его стороне. Но когда этот человек выходит и начинает какие-то свои взгляды сообщать Урби и Торби, здесь он тоже такой же может быть объект критики, как кто угодно другой. И если его взгляды и заявления гомофобские, националистические, империалистические, я не знаю, какие-то еще, то, что он отсидел в этой тюрьме, никаким образом не дает ему иммунитета от того, чтобы мы критически относились к его нынешним словам. И вот это вот какая-то когнитивная ловушка, что человек прошел тюрьму, получил какой-то вот нимб беатификации, а то и вообще Санто Субито, и теперь, что он не скажи, все должно быть хорошо. Но я, конечно, очень извиняюсь, сейчас меня склюют тоже, но вот Ленин был жертвой политических репрессий, например, при царском режиме был. Ну, да, это не совсем честное сравнение, потому что у них там Стрелков сейчас, например, жертва политических репрессий, понимаете? Да, поэтому... Это другое, конечно же. Да, поэтому есть жертва политических репрессий. Мы за законность, за то, чтобы работали законы, и чтобы людей судили за то, что и чтобы суд был независимый и все остальное. Если жертва беззакония выходит на свободу, мы в любом случае аплодируем. Потому что с этого момента все, с этого момента человек отвечает за свои слова и может быть объектом публичный человек, публичной критики, что он там не сказал. Да, и мы даже можем соглашаться, что это хорошие люди, как конечно, люди. Говорят, Карамурза, он очень хороший человек. Да я не против, я не знаю, какой он человек. Ну, вполне вероятно, он хороший человек, а не Стрелков, да, сволочь. Никто в этом не сомневается. Я не сомневаюсь, но какое-то имеет отношение, я тоже хороший человек. Ну и что? Я если говорю какую-то вещь токсичную, которая на вас действует, вас как-то успокаивает, что я хороший человек, вот, и просто надо понять, мне кажется, что, опять же, это то, что я с самого начала говорю, почему украинцы все время триггерятся, так сказать, от всех этих выступлений хороших русских условных, потому что мы как бы думали, что люди, которые наивно думали, что люди, которые против Путина, против режима и боролись там с коррупцией и так далее, они автоматически действительно имеют наши приоритеты, а пускай они считают, что они даже за Украину, да, они... Даже некоторые из них даже говорят, что Украина должна победить. Это уже само по себе смелая мысль. Конечно, пространстве вообще, что смешно на самом деле, что это такая смелая мысль, когда на тебя напали, ты должен победить. Но у нас с ними разные приоритеты и разные цели и задачи. Это то, что я с самого начала говорю. Если у них приоритет быть потом, как они считают, ну, опять же, насколько это утопия, это другой вопрос, быть в политике будущей России без Путина и так далее, их приоритеты всегда будут расходиться с нашими, потому что их электорат – это не те русские, которых они пытаются обелить и сказать, что это русские, которые тут ни при чем, и так далее. Да. Мне кажется, вообще ситуация не бинарная. Мы говорим «мы, они». Мы живем в большом свободном мире. И еще не будем забывать, что нарративы управляют миром, и что огромное количество европейцев и американцев, и американских политиков, европейских не имеют очень смутные представления. То, что нам кажется, мы знаем как дважды 2 – 4, спросите нас про какие-нибудь африканские страны, мы знаем про геноцид в Руанде, но вообще мы мало про это знаем в среднем, или там, я не знаю, еще про какие-нибудь там азиатские страны. Но есть вещи, в которые там географически далеко, культурно далеко, и нужно сильно разбираться в этом. Но вот многие вопросы в войне России и Украины,
и нападение России на Украину, по-прежнему, к сожалению, там российский миф, пропаганда российская многолетняя, выливание, это информационная война, много что на это повлияло. И там, и статус России как империи, которая имела совершенно другие возможности проводить свой миф о том, какая она прекрасная и великая, и глушить все остальные голоса глушилками, в том числе колонизированных народов, неважно. Важно то, что внутри для Европы часто, к сожалению, сейчас меньше, к счастью, но все равно реакция, как в свое время была распространена реакция на, там, не знаю, домашнее насилие. Милые братья только те, что у них там что-то происходит, они какие-то там соседние народы, близкие, он элемент сказал Кармуза. Вот это вот типа близких, братских, которые там что-то между собой не поделили, не знаю, у них там какой-то развод, мы вообще здесь ни при чем, не наши военные, нам только что очень жалко, чтобы людей. И вот когда вместо того, чтобы ставить точки над «и», показывать, где черное, где белое, объяснять людям, которые действительно не обязаны это знать от рождения, это не как устроено, это наоборот затемняют, рассказывают действительно сказки, которые там, опять-таки, возвращаясь к посту Гарри Кимовича, на гранты или без, рассказывают откровенную неправду, которую сами люди очень хотят в это верить. Нам бы всем очень хотелось поверить в то, ну и как бы мы, недаром и Зеленский, Украина в первые дни после вторжения, сколько было обращений к матерям, к солдатам, к россиянам. Мы видим власть, мы видим ваши протесты. Не отправляйте своих сыновей воевать. Не то, что сразу поставили крест и сказали, знаете, вообще все это русня, они все генетические имперцы, с ними нечего. Были попытки, были многочисленные попытки обращения к антивоенным россиянам. Лично у меня, я же говорю, я в этих всех форумах сидела еще до войны, и вот я помню, когда война началась, я пыталась сказать вещи, которые мне казались были протягиванием руки, да, вот этим россиянам, что не у вас сыновья 18-20-летние, да, там не увозите, не посылайте, не пускайте их в военкоматы, там спрячьте под кроватью, да, вначале. Вот я думала, что эти условные женщины, они как бы со мной на одной волне, и что мы хотим одного и того же. И оказалось, что для них это оскорбление, это от меня слышать, да, они меня там начали банить за такие слова, не потому что они в том-то и дело, я это писала в ответ на то, что они говорили, ой, какой кошмар, сейчас у меня сын 18-летний, я не хочу, чтобы его забрали. Они не хотели, чтобы сыновей забирали на войну, но как это я им предлагаю такую трусливые, антипатриотичные вещи? И я, украинка, им говорю, там, значит, сыновей под... То есть они не хотели этого от нас, я не знаю, что они хотели слышать. Они хотели услышать, что мудрый все-таки Путин их сыновей не заберет, а заберет каких-то там плохих зэков. И Путин их услышал. Он начал забирать зэков, значит, понимаете? То есть совершенно другой подход. И я еще хочу сказать, вернуться вот к Гарри Каспарову, который сейчас говорит такие правильные вещи, всякое такое. Но вот смотрите, фразу про хороших русских придумал на самом деле, или во всяком случае популяризировал первым Гарри Каспаров. Я лично слышала эти выступления, да, было очень много этих россиян, которые выступали постоянно, все время в Ютубе были эти бесконечные выступления, там форумы каких-то оппозиционных россиян, где-то весной 22 года, очень много этого было. И я это слушала, и я много своими ушами слышала вещей, которые потом начали газлайтинг такой, начали говорить, что они этого не говорили все, они убрали там эти клипы из Ютуба, но я-то это видела лично. Значит, Гарри Каспаров придумал выдавать паспорта хороших русских. Он это сказал, возможно, полу в шутку, но он это сказал. С этого пошло все в интернет, украинцы начали над этим дико издеваться, конечно. И потом нас начали обвинять, что это мы придумали про хороших русских, чтобы, значит, их всех унизить. Нет, это не мы придумали. Вот. И потом было второе выступление, которое я помню прекрасно, Гарри Каспарова на одном из этих форумов, когда он сказал, а знаете, чем я буду заниматься после войны, вот когда война закончится, сказал Гарри Каспаров. Он сказал, я буду защищать, когда Крым вернут. Его сказали, Крым вернуть там типа надо, прекрасно, 5, зачет. А знаете, чем я буду заниматься, когда Крым вернут? Я буду защищать права русских от украинских властей, от украинцев в Крыму. Вы что думаете, что произойдет с русскими, когда вернут Крым? Конечно, их начнут гнобить там. Вот, и я буду заниматься правозащитной... Он сказал, я буду заниматься правозащитной деятельностью. Я такая, ой, как хорошо. Правозащитной деятельностью, значит, русских защищать в Крыму. И вы знаете почему? Опять же, не потому, что он там какой-то имперец осознанный или что-то. Нет, я думаю, что тогда, это была весна 22 года, и я не думаю, что сейчас можно найти
эти видео уже в интернете. Я думаю, что быстренько они это поубирали. Тогда они себя еще видели вот этими политиками будущей России, потому что они думали, что сейчас быстро Запад поможет Украине побороть Россию. Уже это было где-то там в конце весны 22 года, когда уже было ясно, что Киев за 3 дня не получилось, что Украина, так сказать, за себя стоит, да, и они подумали, сейчас вот Россию, значит, победят, может быть, скинут Путина наконец-то и так далее, и они получат в российском пространстве вес какой-то. И они говорили тогда вот эти вещи, которые, опять же, их электорат будущий должен был услышать и поддержать, понимаете? А потом, ну, видимо, может быть, Каспаров уже совсем быстро потом понял, что этого у него не будет. Слушайте, люди, кроме того, я хочу сказать, что Да. еще мы все развиваемся. Каспаров плохой человек или что? Нет. Ну, просто я хочу здесь важный point. Мы все мы все развиваемся, мы не находимся в крепостном праве своей территории, места рождения, своей фамилии или даже своих убеждений. Мы можем, и нормальный человек, который слышит, опять-таки, голоса других, который видит, что происходит, он может развиваться, он может менять. Главное, чтобы там признать, я ошибался, это нетрудно. Я видел так тогда ситуацию. Мне виден такой кусочек, а теперь я вижу вот так. Да. Но я думаю, что это абсолютно нормально. Изменились не столько их взгляды, сколько их понимание своей позиции в этом мире. Я думаю, что условно такой, как Каспаров, в отличие от Карамурзы, например, он просто понял, что никакое его место политика в России никогда не будет, да, и что ему гораздо важнее свое место здесь иметь на Западе, как человека, который глашатая вот этой точки зрения. Поэтому, естественно, его фокусы сместились, и приоритеты в том, что он говорит, сместились, и теперь нам нравится его слушать. А он всегда это думал, и то думал, и это понятно. Просто о чем я тут говорю? Я говорю не об этих людях сейчас. Эти люди, они хорошие люди, они имеют право на свою точку зрения. Я говорю о том, что это как раз и есть то самое свидетельство того, что такое российский электорат, который якобы, по их же словам, не имеет отношения, это только Путин. Нет, если бы это не был Россия, если бы это был только Путин, вы бы не боялись сейчас своим будущим избирателям говорить. И даже не было бы этой волны хейта, защиты. Я хочу бы спросить, а почему это важно? А почему российский электорат кого-то интересует? Это правда. Он действительно нас давным-давно никуда не денется. Это мы куда-то ушли в какие-то фантазии политические этого России будущего, которой не будет. Именно, я и сказала, что это будущее. Я не хочу обсуждать результаты выборов президента в России. Да, но для меня я это просто это бессмыслица. Как такой газлайтинг. Да, я это воспринимаю как газлайтинг, примерно как когда мне говорят, что в Советском Союзе не было антисемитизма. Ну, казалось бы, какая мне уже разница? Я не живу в Советском Союзе 40 лет, я не живу в постсоветском пространстве 30 лет, Советского Союза уже не будет. Эти люди, все, которые это говорят, не имеют ко мне никакого отношения, но все равно это задевает. Почему это задевает? Не совсем так. Не совсем так, потому что эти нарративы продолжают отравлять мир. И выбор Трампа в том числе, это очень хорошо показали, что советская это бацилла, радиация, как ни скажите, и постсоветские идеи, советская травмированность, и вот все то, что вот это вот правые, на грани фашизма взгляды, достаточно часто пещерные просто, что они продолжают тиражироваться, продолжают формировать какие-то другие нарративы в тех местах, где эти люди живут, особенно в большом количестве, и даже воспроизводятся часто в следующих поколениях, несмотря на влияние среды. И это совершенно не безобидная вещь. Это касается не России, не воображаемого электората, там Карамурзы, Ильяшина. Это касается будущего всего мира, в том числе Европы, в том числе Америки, или там то, что происходит в Израиле тоже, это существенную роль играет. Поэтому говорить, что это где-то, вот как бы эта идея, что это география, что вот какие-то люди там сидят за большой каменной стеной, и нас идет, это не потому что все это влияет. И опять-таки люди, которые, так сказать, opinion makers, которые имеют доступ к трибунам, и все, в том числе это мнение формирует, потому что если у человека есть твердое мнение, его довольно трудно переубедить. Но если у человека на этом месте нет никакого мнения, он просто про это мало чего знает, то он воспринят то, что ему расскажет, тем более человек уважаемый, человек с каким-то ореолом мученика и борца и политика, он воспринят, безусловно,
как уже истину, как основу для своего будущего мнения и соответствующего принятия решений. Поэтому это важно. Ну что ж, друзья, я думаю, что это тема, которую мы будем продолжать развивать. Я хочу поблагодарить Катерину Марголис и Анну Гейшерик, которые провели с нами и с вами это время. Если вам еще нужно одолжить, так сказать, похлестать самого себя, пожалуйста, берите ремень и так, как это, хабысь! И сзади. И я думаю, посмотрим, как у вас получится. Пишите с комментарием, как вы выдавливаете из себя расиста, как вы выдавливаете из себя имперца. Делитесь опытом в комментариях, расскажите о том, когда у вас лампочка зажглась. Зажглась ли у вас когда-нибудь лампочка? Может быть, она никогда не зажигалась. В любом случае, благодарю наших замечательных гостей. Слава Украине! Спасибо. Свободу всем народам! God bless America! Спасибо. Спасибо вам.